живем во время чудовищного совершенно декаданса цивилизации и культуры. Надо это хорошо понимать и надо хорошо осознавать. Человек на сегодняшний день по-прежнему омерзительное существо, которое ни в коем случае не хочет менять свою животную природу. Потому что, по очень простой причине, потому что быть животным легко и приятно. Люди сейчас стали очень хорошо понимать, что природой отпущено очень мало, несколько десятков лет, 2-3 десятка лет так называемой сознательной жизни, когда человек может предаться бесконечным удовольствиям. И человек ради этого живет, он пытается всячески подняться в общественной иерархии до того уровня, когда он может себе позволить то, что ему предлагает сегодняшняя цивилизация. А мы говорим исключительно о развлечениях, больше ни о чем. Потому что то, что предлагает сегодняшняя цивилизация, это бесконечные игрушки, которые никогда раньше не были доступны. Сейчас индивидуал при определенном количестве средств может себе позволить бесконечное количество псевдогедонистических наслаждений. Летать на частном самолете, кататься на яхтах, корабликах, покупать рабов в неограниченном количестве, заниматься всевозможными перверсиями, сексом, упиваться властью садистической, всячески наслаждаться удовлетворением животных потребностей. И вся цивилизация работает исключительно на удовлетворение животных потребностей. И что же ты хочешь? Чтобы толпа, что из себя представляет человечество, пошла против этого, отказалась бы от этого, стала бы, особенно в тот момент, когда уже и христианство скончалось давным-давно и живет по инерции, христианства-то нет, живет церковь, которая еще будет долго жить, только лишь потому, что это институция, и ей нужно самой о себе заботиться. Вместе с Ватиканом и со всякими проходимцами, которые одевают там белую сутану один за другим. Это чудовищный совершенно декаданс, о котором мы можем читать в истории Рима, о его первом веке, втором веке, третьем веке нашей эры. Ты найдешь там все то же самое. Ты найдешь там издевательство над правдолюбцами, ты найдешь там круцификс любого человека, который сказал слово правды. Ты найдешь там публичное издевательство над любым человеком, который показал приличные человеческие свойства. Ну ведь это же все, но все же это было миллион раз уже. Почему тебя это удивляет сегодня? Только лишь потому, что это сегодня, только потому, что вместо у нас колесниц, запряженных тройками или шестерками лошадей, у нас мерседесы, в которых запряжены сотни лошадей. Сейчас находимся в том времени, когда геббельсовская пропаганда перестала быть чем-то уникальным. Если это был раньше Геббельс только, то сейчас это стало общим местом. И сейчас подобным образом размышляет каждый второй политтехнолог, если не каждый политтехнолог. Сейчас это стало, то, что Геббельс был пионером, сейчас это стало технологией, которая применяется повсюду и повсеместно. Мы можем говорить только об одном, мы можем говорить о чудовищном гуманистическом кризисе, но и говорить об этом тоже достаточно бесполезно. Почему? Потому что это будет глаз вопиющего в пустыне, и в конце концов, если ты будешь активно возвышать голос на эту тему, то ты будешь побиваем камнями, как это все было во времена падения цивилизации. Вот и все. Больше ничего нельзя сделать. Нужно видеть реальность. Но мы имеем дело с тотально сумасшедшими людьми. Ну что ж ты будешь делать? Дело в том, что я уже давно заметил то, что народы или нации, как их иначе называют, они точно так же болеют, как и индивидуальности. Мы имеем дело с совершенно сумасшедшим народом, буйно сумасшедшим. Массовое уничтожение людьми друг друга привело к тому, что человеческая жизнь превратилась даже, не то что она обесценилась, она превратилась
в нечто, что подобно мишени в тире. Мы имеем дело с очень хрупкой материей, как психика человека. Дело в том, что человек все время ходит на грани. Вся человеческая жизнь, она на грани впадения из одной реальности в другую реальность. Мы видим сейчас, как, например, скажем, на случае с американскими выборами, с Трампом и Байденом, нормальные люди, которых мы там знали по 20, по 30, по 40 лет, хорошие семьянины, вполне положительные люди с докторской степенью, они превращаются совершенно в диких животных. Потому что у каждого человека срабатывает в какой-то момент определенный клапан, который прикрывал ту или иную травму, либо детскую травму, либо политическую травму, либо травму насилия, пережитую там-то или там-то. А насилие на сегодняшний день, по-моему, пережил любой русскоговорящий человек, причем неоднократное, а уже генетическое насилие. Поэтому этих клапанов, которые открывают ящики со скелетами, откуда вылезают совершенно чудовищные монстры, их бесконечное количество. Мы имеем дело с совершенно пораженной нацией, с пораженным народом, ментально, психически, психологически пораженным народом. Поэтому мы не можем даже говорить, судить о чем-то, так же, как мы не можем судить, не будучи серьезными специалистами, да и то мы можем судить только об определенных направленностях той или иной психической девиации, если мы имеем дело с психиатрической клиникой, то это должно быть тоже распределено все по палатам и по параграфам, по полочкам разложено то или иное заболевание. Каждое отдельное заболевание требует консилиума, введения так называемого пациента. Когда мы имеем 140 миллионов, почему 140 миллионов? 300 миллионов пациентов как минимум. Весь Советский Союз – это пациенты огромной психиатрической клиники. Кроме этого, у нас еще 1,5 миллиарда психов в Китае. Это страна, с которой я очень хорошо знаком, в которой я очень часто бывал, которая, в конце концов, в позапрошлом году отказалась от приглашения меня уже раз и навсегда, поскольку у меня слишком внимательный глаз, им это уже совсем не понравилось. Несмотря на то, что приглашал меня в Китай человек, который является там практически диссидентом, но и его испугали, прижали, ему звонили из Министерства культуры, из компетентных органов, чтобы Гаврила больше не приглашали. Он мне об этом сам сказал. Так что на сегодняшний день мы имеем дело с большинством населения планеты, полностью съехавшим с катушек. Человек для меня это все-таки существо замечательное. Если он становится человек, просто я вижу все меньше и меньше людей. Для меня человек это не биологический, для меня человек это не homo sapiens. Для меня человек это как раз то существо человеческое, которое сумело выстоять, пройти огонь, воду, медные трубы, не потерять себя, не потерять нравственность, не потерять гуманизм, не потерять любви к людям, не потерять самоуважение, не потерять уважение к людям, уважение к делу, независимости и свободы политической, свободы слова, свободы мысли, свободы поступка, свободы действия. Таких людей я встречаю на всей планете единицами. Таких людей я за всю жизнь видел 2-3 индивидуалов, причем эти люди были в основном рождения еще конца 19 века, начала 20 века, они уже ушли с нашей планеты. Затем в жизни мне стало понятно, что таких людей всегда было очень мало, что нет ничего удивительного и экстраординарного в том, что мы сейчас переживаем. Просто мы начинаем поздно все это видеть, потому что до поры до времени мы, если мы растем и если мы поднимаемся нравственно, интеллектуально, философски в мире, то мы должны пройти через эти все соблазны, через толпу, через фильтр всей этой грязи. Если мы сумеем пройти и подняться над этим, мы становимся теми индивидуальностями, которыми должны становиться люди, и тогда мы можем называться людьми, и тогда я могу сказать о таком
существе, что это все человек. Вот. И это очень редко бывает. Ну вот, и мой путь музыкальный то же самое, все в миниатюре содержал, нужно было все это пройти, но увенчалось это все тем, что я создал новую музыкальную философию, я создал новое музыкальное течение, я расширил границы фортепиано, которое 200 лет совершенно не двигалось, до совершенно новых горизонтов, когда открываются совершенно новые двери, новые пространства, новые измерения, когда я при помощи лучших музыкальных произведений, которых очень мало прекрасных, могу людей переносить совершенно в иные состояния, в иную реальность, ну, то, что раньше называлось райскими состояниями, да, то есть перенести людей в рай, там, где они видят бессмертие, наслаждение настоящее, потому что там нет того, что нас тянет вниз, там нет материи, там нет мяса, костей, там идеальная жизнь. Потому что такое музыка? Музыка – это идеальная жизнь, да, как, ну, наверное, как любое настоящее искусство, но музыка именно хороша тем, что она вся вибрирует, да, она вибрирует не в переносном смысле, не как изобразительное искусство или любые другие, она вибрирует звуковыми волнами, заставляя нас испытывать именно те райские переживания, которые были вложены в эти звуковые волны самыми гениальными сынами человечества. Это действительно выход временный. Пока что это нельзя сделать, к сожалению, перманентно, но это временный выход в те состояния, где человек может переживать то, что на старом языке, а нового у нас покуда еще нет, где человек может переживать совершенно райские состояния, идеалистические наслаждения, когда он полностью отделяется от земного притяжения, от притяжения материи и превращается в некую идеальную субстанцию, единица с духом того человека, который присылает им эти идеи в звуковых волнах, когда человек наслаждается полетом этим и действительно переходит совершенно, ну, то, что в земном, материальном и болезненном виде называется психоделическим состоянием, при помощи, которые люди достигают при помощи всяких медикаментов и нечистых средств. Музыка это дает самыми чистыми свойствами, самыми чистыми способами, просто при помощи изумительных разумных звуковых волн, поднимая человека в такие империи, отделяя его душу от тела, грубо говоря, опять пользуясь старым языком, и заставляя его испытывать то, о чем ты говоришь, начинать видеть Бога, опять пользуясь старым словарем, испытывать катарсис, если эта музыка действительно преследует подобные цели, да, очистить человека. Ну и кроме того, человек испытывает часто катарсис просто когда он видит чудесную гармонию и просто замечательную красоту. Потому что человек всегда тянется к красоте, что тоже лишний раз меня всегда убеждает в том, что человек все-таки создание, которое было рождено природой, или развито природой, или прислано из других миров, все-таки для созидания гармонии, красоты и чуда интеллекта. В конце концов, когда ты достигаешь действительно понимания того или иного предмета, то все сводится к определенным формулам просто-напросто. То же самое, как в математике, в физике. Все сводится к тому, что сложнейшая мысль, на которую человек затратил целую жизнь, она выражается, ну, как знаменитый МЦ квадрат, да, Е равняется МЦ квадрат. Вот за этим же стоит вся жизнь. То же самое, если ты меня спросишь, что такое музыка, я тебе скажу, и я тебе отвечу, что музыка – это форма идеальной жизни.